Друзья, если у вас нет возможности читать сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева», смотрите это видео. Это история о том, как девочка спасала своего друга. Написал сказку Андерсен в середине 19 века. Итак, жил-был злой тролль, и однажды он смастерил волшебное зеркало. В нем все доброе и прекрасное уменьшалось, а негодное и безобразное становилось еще хуже. Лица искажались до того, что нельзя было их узнать. Случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Ученики тролля бегали с этим зеркалом повсюду, добрались даже до неба, где хотели посмеяться над ангелами и Творцом, но чутка не рассчитали и уронили зеркало на землю. Оно разбилось. Миллионы его осколков наделали бед еще больше, чем само зеркало. Попадая в глаза людей, осколки там и оставались. После этого человек видел все только в плохом свете. А если осколок попадал в сердце, то оно превращалось в кусок льда. В большом городе жили двое бедных детей. Мальчик Кай и девочка Герда. Они были очень дружны. Иногда они вспоминали истории о злой снежной королеве. Кай грозился поймать ее и посадить на печку, чтобы она растаяла. И вот однажды к Каю явилась снежная королева. Она поманила его к себе, а затем исчезла. На следующий день, когда дети играли, Кай вдруг резко сказал: «Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз. Вроде все нормально», — успокоил он Герду. Но не все нормально. Осколки именно того волшебного зеркала попали Каю в глаз и сердце. «Что с тобой?» — спросил он Герду. «Ты какая-то безобразная». Кай вырвал из цветника розы и ушел домой. Он изменился, начал огрызаться на слова бабушки, смеялся над Гердой. В общем, осколки свое черное дело сделали. Однажды зимой Кай взял санки и пошел во двор кататься. Кто-то из взрослых ехал на больших красивых санях. Тогда Кай прицепился за них. Сани выехали аж за городские ворота. Кай испугался, пытался отцепить свои санки, но ничего не вышло. Сани двигались дальше и дальше. Наконец они остановились. «Замерз?» — спросила снежная королева. «Полезай ко мне в шубу». Кай сел в сани королевы. Она поцеловала его, и Кай забыл Герду, бабушку и остальных. Кай смотрел на королеву и восхищался ею. Сани поднялись в небо. Они летели над лесами, озерами, морями, далеко-далеко. Когда Кай не вернулся с прогулки, Герда заволновалась. Она плакала. Никто ничего не знал. Видели, как он уехал за красивыми санями, и все. В общем, решили, что Кай утонул в реке. Наступила весна. Солнечный свет и ласточки сказали Герде, что они не верят, что Кай умер. Герда пошла к реке, чтобы там что-то узнать о Кае. «Река, верни мне Кая, пожалуйста, я отдам тебе за него свои красные башмачки». Герда сняла обувь и бросила ее в реку. Река вернула башмачки назад. «Плохо бросила», — подумала Герда. Она села в лодку, чтобы подальше бросить башмачки. Течение подхватило лодку и понесло ее. Герда испугалась, снова заплакала. «Может, река несет меня к Каю?» – подумала девочка и повеселела. Река прибила лодку к берегу, где был вишневый сад и домик. Оттуда вышла старушка. Она помогла Герде сойти на берег. «Кто ты, детка? Откуда? Как здесь оказалась?» – спросила старушка. Герда все рассказала. Тогда старуха отвела ее в дом и начала расчесывать ей волосы золотым гребешком. «Я давно хотела иметь такую девочку», — сказала старуха. «Мы с тобой
хорошо вместе заживем. Старуха была колдуньей, и чем дольше она расчесывала волосы, тем больше Герда обо всем забывала. Она прожила много дней у этой старухи. Однажды девочка обратила внимание, что в саду не было ни одной розы. Она заплакала. Вы уже обратили внимание, что Герда постоянно плачет? Так вот, ее слезы упали на землю, и из земли сразу вырос куст с розами. И тогда Герда вспомнила о Кае. Розы ей сказали, что Кай не умер. Герда прямо босиком, даже не попрощавшись, убежала из дома старухи. Уже была поздняя осень. С Гердой поздоровался ворон. Спросил, куда она путь держит. Девочка все ему рассказала. «Может, ты видел Кая?» – спросила она. «Может быть. В этом королевстве есть принцесса. И вот от безделья она захотела выйти замуж. За того, с кем можно будет поговорить. Но как только женихи попадали во дворец, от увиденной роскоши у них пропадал дар речи. И только один из них оставался адекватным. Он не смутился, вел себя уверенно. «Да, это он!» – воскликнула Герда. «Проведи меня во дворец, пожалуйста!» Ворон пообещал вместе со своей невестой, Вороной, которая живет во дворце, помочь Герде попасть туда. Ночью Герда прошла в спальню и увидела, что принц – это не Кай. Сразу заплакала. Кто бы сомневался. Принцесса с принцем проснулись. Герда им все рассказала. Ее уложили спать, а на следующий день одели в шелк и бархат. Разрешили жить столько, сколько захочет. Герда несколько дней пожила, а потом засобиралась в путь. Ей дали карету, чтобы легче было искать. Когда карета Герды въехала в темный лес, разбойники сразу на нее напали. Всех слуг и кучеров поубивали. Герду тоже хотели убить. Но дочка главной разбойницы закричала: «Не надо! Она будет со мной играть!» Маленькая разбойница села в карету к Герде. «Расслабься, девочка, тебя не убьют, пока ты меня не рассердишь. Ты принцесса?» «Нет». И Герда рассказала ей о своих приключениях, а затем заплакала. Карета въехала во двор разбойничьего замка. «Ты будешь спать со мной», — сказала Герде маленькая разбойница. Взяла нож и легла спать. А вот Герда не могла уснуть. Голуби ей сказали, что видели Кая. Он сидел в санях снежной королевы. Они полетели в Лапландию. Там вечный снег и лед. Северный олень знает, спроси у него. «Все верно», — подтвердил олень. И голуби, и олень были рядом. Утром Герда рассказала разбойнице, что узнала новости о Кае. Тогда она разрешила Герде взять оленя и продолжить поиски своего названного брата. От радости Герда заплакала. Она села на оленя, и тот отвез ее в Лапландию. Олень остановился у избушки. Там жила старуха. Олень рассказал ей историю Герды, потому что девочке было так холодно, что она и говорить не могла. «Ну, друзья, вам еще далеко скакать. Я кое-что напишу на сухой рыбе. Бумаги у меня нет, а вы передайте ее Финке, которая живет в тех местах. Она вам поможет». Герда отогрелась, и они с оленем продолжили путь. Добрались до Финки. Пока Герда плакала, олень ей все рассказал. «Каю хорошо у снежной королевы», — объяснила Финка. «У него осколки зеркала в глазу и сердце. Их нужно удалить. Ты, Герда, девочка сильная, у тебя все получится». И олень понес Герду к владениям снежной королевы. Без обуви и рукавиц Герда оказалась сама на морозе. Олень ускакал. Девочка начала читать «Отче наш». Полегчало. Ангелы помогли ей. А что же Кай? Да ему-то Герда 300 лет не нужна была.
ему и без нее было хорошо. Посреди озера стоял трон Снежной Королевы. Кай посинел, даже почернел от холода, но не замечал этого. Его сердце превратилось в кусок льда. Кай играл с льдинами. Он пытался из них сложить слово «вечность», но никак не получалось. Снежная Королева пообещала подарить ему весь мир, если Кай это сделает, и пару новых коньков. Королевы не было, она где-то летала по своим снежным делам. И вот появилась Герда. Она радостная бросилась к Каю. Кай никак не отреагировал на Герду, и тогда она расплакалась. Ее слезы упали ему на грудь, проникли в сердце и расплавили осколок. Кай вдруг тоже заплакал, и осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он вспомнил Герду и очень обрадовался. Теперь уже Герда плакала от радости, а льдины сложились в слово «вечность». Герда поцеловала Кая, и он стал таким, как раньше. А затем они покинули замок Снежной Королевы. Их уже ждал олень. Он привел с собою молодую матку, чье вымя было полно молока. Тогда она напоила их, а затем каждого поцеловала в губы. Кай с Гердой отправились к Финке, затем к Лапландке. Затем они в лесу встретили маленькую разбойницу. «Надеюсь, Кай, ты стоишь того, что тебя на краю земли спасала Герда». Было теплое лето. Наконец Кай с Гердой добрались до своего города. Теперь они стали взрослыми людьми. Вот такая сказка, друзья.